Приветствую вас, друзья! Сегодня будет очередной ролик по диораме воздушного боя, а конкретно сборка бомбера Б-17. Ну что ж, началась сборка, как всегда, с распаковки. Но забегая вперед, как вы уже поняли по прошлым роликам об этой диораме, это больше будет похоже на разрушение модели, чем на сборку. Но давайте все по порядку. Начало стандартное, откусываем с литника детали и клеим по инструкции. На этом моменте я понял, что мелкие детали, а конкретно пулеметы, никуда не годятся. Поискал по сайтам магазинов фототравления на Б-17 и ужаснулся, сколько всего есть и как это дорого. Но я вовремя вспомнил, что у меня есть 3D принтер. Я замоделил пулеметы и всякие мелочи, ящики для патронов, баллоны и нервюры разных размеров. Нервюры — это вот такие вот штуки в крыле. Я думаю, все их видели, но не все знают, как они называются. Еще замоделил пилотов, кто не видел про них ролик, вот он здесь по ссылке в углу и будет еще внизу в описании под роликом. В общем, продолжил дальше сборку, нанес расшивку, но не уверен, будет ли ее видно после покраски. Все равно сделал везде, времени это заняло много. Но я еще не знал, сколько времени понадобится, чтобы собрать весь самолет, так что расшивка — это еще цветочки. Затем я принялся делать интерьер самолета, добавлял детали, такие как ребра жесткости на внутренней стенке фюзеляжа. Делал я их из проволоки и приклеивал на суперклей гель, чтобы была возможность позиционировать проволоку. На двигателе я придумал сделать из проволоки трубки, которые есть на настоящем двигателе. Вообще хочу сказать, что сборка и доработка самолета была несколько хаотична. Придумал сделать трубки на двигателе, начал делать. Придумал замоделить пулеметы, замоделил. И вся работа выглядела как производство пазлов, которые к финалу сборки собрались в самолет. Ну так вот, дальше я продолжил модифицировать салон. Закончив с проволокой, начал клеить вот такие вот кольца, тоже напечатанные на принтере. Прорезал пробоины в борту от зенитки и принялся делать имитацию алюминиевой обшивки.
Вообще я решил придерживаться вот этого референса. Делал пробоины примерно похожие, как на картинке. Обшивку решил делать из фольгированного скотча. Вырезая куски из модели, я обклеивал пробоины скотчем и дырявил, имитируя отверстия от пуль. Еще я сделал в корпусе огромное количество пулевых отверстий с помощью фрезы и сверла. Для реалистичности сначала делал углубление фрезой, имитируя смятые участки обшивки, а затем сверлил отверстия от пуль. Периодически прерывал разрушение модели, начинал собирать и склеивать. Дальше приклеил маски для окрашивания на стеклянные части. Взялся за руль высоты, от которого оторвало половину. Приклеил распечатанную нервюру. Дальше я решил покрасить пулеметы и все, что черного цвета: покрышки шасси, винты, двигатели. Еще покрасил внутреннюю часть фюзеляжа в зеленый цвет.
Дальше я начал строить рубку радиста. Она в модели никак не оборудована, и вообще я, конечно, пожалел, что купил модель от этой фирмы, потому что детализация внутренностей вообще никакая. Я думаю, купив другую модель, я бы сэкономил время. Но с другой стороны, не смог бы реализовать свой творческий потенциал по полной. Ну так вот, в радиорубке я сделал еще одну стенку с дверью и пол. Затем сделал столик, полку, на полке радиостанция. Пол сделал из бальсы. Пришло время покрасить фигурки. В качестве подставок использую винные пробки. Приклеил фигурки суперклеем. Сначала покрасил в черный цвет акриловой краской от Revell. Затем покрасил в коричневый цвет утепленных костюмов экипажа, типа дубленки на меху. Покрасил спас-жилеты в желтый цвет, бежевым меховые воротники, телесной краской лица и лямки парашютов белым. А еще добавил крови на фигурки, все члены экипажа были ранены в той или иной степени. Дальше искореженное верхнее окно над радистом. Делаю по проверенной схеме, только вместо скотча взял фольгу от винной бутылки, предварительно выпрямив ее. Она жестче, чем скотч, а следовательно лучше держит форму. Приклеил на суперклей. Задняя часть фюзеляжа, где находился кормовой стрелок.
Настало время для системы крепления самолета в дальнейшем на диораме. Вот такая трубка будет выходить из крыла напротив горящего двигателя. Эта трубка будет основой для дыма и держать два самолета Б-17 и Мессер. Дальше я решил все детали покрасить грунтом от зип-макета. Грунт, кстати, хорошо лег на все части, и пластиковые, и на фольгу. Заценили, кстати, мой самодельный покрасочный бокс? Сделал его из пластикового контейнера вентилятора от вытяжки с гофротрубой светодиодные лампы. Приклеил на места весь экипаж, чтобы уже склеить две половинки, потому что потом это сделать не получится. Кстати, склеить ровно и чтобы все проклеилось оказалось еще той задачкой, но все получилось просто отлично. Еще сразу закрыл все детали скотчем и поролоном для последующего окрашивания самолета.
Закрепил ПВА клеем трубку в крыле для надежности и прочности. Вот что получилось в итоге. Следующий ролик будет про покраску и нанесение эффектов. А дальше будет еще один финальный ролик о постройке диорамы и закреплении на ней самолетов. А вы пока нажмите под видео все, что можно, ну и подпишитесь, чтобы не пропускать следующие ролики.